Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю макароны по-флотски с бужениной. Вместо обычного фарша сочное тушеное мясо. Вкус получается насыщенный, домашний и очень ароматный. Кусочки буженины в подаче делают блюдо еще аппетитнее. Простой рецепт из доступных продуктов, который отлично подойдет для обеда или ужина. Для рецепта мне понадобится сегодня макароны по-флотски у меня будут особенные, так как готовить я их буду с бужениной. Здесь у меня буженина из свинины и говядины. И также я отобрала немного бульона, в котором тушилась буженина. Как приготовить такую буженину, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И также для рецепта я буду использовать вот такие макароны. Время приготовления 7 минут, аль денте 5 минут. Лучше всего использовать вот такие макарошки с бороздками, чтобы в них оставался также соус. Тогда будет очень вкусно. Я также сразу поставила кипятиться воду, чтобы их отварить. Мясо я буду измельчать в блендере. Оно такое нежное, мягкое, очень легко разрывается на волокна. И говядина очень нежная. Буду измельчать партиями. Добавляю немного бульона. Я не измельчаю слишком мелко, а так, чтобы были видны кусочки мяса. Какое ароматное мясо получается, просто великолепное. Макароны по-флотски получатся такого ресторанного уровня. Одну крупную луковицу режу средними кусочками. Вода закипела, я ее солю и отправляю вариться макароны. Варю их 5 минут до состояния аль денте. Разогреваю сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла и добавляю кусочек сливочного. Обжарю лук до легкого золотистого цвета. Ну какие же макароны по-флотски без жареного лука? Это обязательно. Часто для этого рецепта также лук прокручивают через мясорубку. Я это не делаю. Мне нравится, когда есть вот такой жареный лук. Чувствуются кусочки. Вообще, конечно, рецептов макаронов по-флотски огромное количество. И только у меня на канале их, по-моему, 2. Так что, если вам интересно, заходите и посмотрите. И, конечно, пишите в комментариях, как готовите макароны по-флотски вы. Лук стал вот такой, слегка золотистый. И теперь я добавляю в сковородку мясо. Огонь делаю тише. Все перемешиваю. Добавляю в сковородку бульон, в котором у меня томилось мясо. И я готовлю сегодня с бужениной, поэтому не добавляю вообще никаких специй. Здесь уже все очень вкусно. Но, конечно, вы используете специи по своему вкусу. Я ничего не добавляю, ни соль, ни перец, вообще ничего. Все и так просто великолепно. Также порежу немного петрушки. Макароны сварились, я их добавляю прямо в сковороду. И также я добавляю немного воды, в которой варились макароны. Хорошо все перемешиваю. Даю блюду объединиться. Макароны, чтобы хорошо пропитались вот этим мясным соусом. И самые вкусные макароны по-флотски уже готовы. Осталось добавить немного зелени. Сковородку выключаю и горячие макароны по-флотски подаю к столу. Друзья, обязательно приготовьте такие макароны по-флотски. Я уверена, такие вкусные вы еще не ели. И еще для эффектной подачи отрежу пару кусочков буженины. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!